Баги, баги, баги. Игра плохая, сворачиваемся и уходим отсюда. Всем привет, на связи Кирилл Юферов. Так многие начинают свою рецензию или обзор игры Dying Light 2. И даже в Метакритике игру закритиковали в хлам. Сегодня я подойду к этой игре с холодной головой и все подробно о ней расскажу. Как о плюсах, так и о минусах игры. Игра еще не успела выйти, а в Метакритике начали ее поливать говном. К примеру, один из нашумевших отзывов я наткнулся на такой. Отсутствие итальянского языка и включение в игру других языков – это грубое оскорбление итальянской культуры и народа. Я не нашел ни одного положительного аспекта в игре. Итальянских игроков наказали, сюжет и геймплей скучный, нельзя назначить кнопки, нет ручного сохранения, постоянные вылеты, много багов, ужасная графика для 22 года и Denuvo, которые добавили всего за 2 дня до релиза. Геймеры этого не забудут Techland. Я думаю, Techland намеренно убрала из игры итальянскую озвучку с единственной целью – поиздеваться над нашей страной. Именно поэтому они не заслуживают ни наших денег, ни уважения. Таких отзывов на самом деле много, и если все их прочитать, то мы даже не перейдем к следующей теме этой игры. Игрокам не понравилось, что новый проект не предлагает итальянской озвучки, и многие дружно отправились выплескивать свой негатив на площадку Metacritic. Да, конечно, обидно, что цена остается такой же, при этом отсутствует напрочь озвучка, но опять же, если посмотреть серию игр GTA, то там нет нашей русской озвучки. И когда ты начинаешь писать или говорить, почему нет русской озвучки, вслед идет одно возмущение. Что ты сам виноват, что не знаешь английский, что в школе плохо учился, на английском языке весь мир говорит, и ты тоже должен понимать. А раз не понимаешь, то читай субтитры или не играй вообще в эту игру. Но представьте только, насколько большая Россия, и я не говорю сейчас про все СНГ. Сравните просто масштабы вот этих двух стран. Но мы как раз одни из тех людей, которые говорят: отлично, игра на английском, но пока я буду играть, может и выучу разговорные слова. Хотя я тоже хочу видеть во всех играх русскую озвучку. И в этом итальянцы молодцы, что начали отстаивать свой язык и задают вопросы, почему мы должны платить так же как все, но нас лишили озвучки. Чем мы хуже? Но в Метакритике, конечно, писали, что кому-то нравится или не нравится графика, геймплей, кат-сцены и так далее. Я придерживаюсь того факта, что каждый найдет гораздо больше минусов, чем плюсов. Знаете, ну даже до столба можно докопаться. Ну а я как раз таки из тех людей, который забил на тонну негатива и решил все-таки в нее поиграть. Открытый мир. Это что-то с чем-то. Ходишь и любуешься видами. Каждое здание сделано просто на высоте. И дизайнерам я хочу сказать спасибо большое, что так постарались. В игре это прям чувствуется, что ты можешь залезть в любую щель и что-то там найти. Паркур в игре тоже хороший, ведь даже при прыжке из одного здания в другое поза рук меняется, хват меняется и угол прыжка, соответственно, тоже меняется. То есть все взаимосвязано между собой. Причем, когда ты играешь в игру, ты в нее погружаешься настолько сильно, что начинаешь верить, что ты реально тот герой, за которого играешь, и ты там находишься. В общем, по этой части мне все понравилось. Я думаю, что игра стоит своих денег, в отличие от трилогии. Баги, баги, баги. И о них уже каждый успел рассказать, что присутствует призрак за место персонажа и летающий NPC, и как проходят сквозь стены зомбаки. И этого всего я не заметил в игре. И думаю, что к счастью. Опять же, если говорить про баги, то они все равно будут. Знаете, вот играл я из последнего это в Hitman 3. И даже там это встречается. Конечно, не так сильно, потому как все уже пофиксили, я не защищаю игру, что она идеал, но на самом деле у кого как. Что касается прокачки персонажа, то это если без мата полный и огромный капец. Вот это долго, нудно и даже нелогично собирать и прокачивать. А ведь после всей сборки ты приступаешь к очередной хрени, и это начинает реально бесить. Такое ощущение, что ты прокачиваешь от носков до листочков своего персонажа. Только лишь из-за этого я поставил бы минус. Я, конечно, уже привык заниматься прокачкой, начиная от Assassin's Creed, что нужно найти определенные вещи, чтобы прокачать какой-либо навык. Но даже там это было логично. Потому как, если хочешь пройти задание, то игра говорит: сделай это и пройдешь дальше. А тут все по-другому. Я бы сказал, что в Assassin's Creed меня это не так сильно бесило, а тут просто одна фигня. Поэтому, как вы понимаете, это жесткий минус игры. Бой и оружие. Я когда начал драться, я понял, что это просто с чем-то.
Ближний бой, он, как по мне, и неплохой, и не хороший. Удары то быстрые, то медленные, то вообще на ударе противника рука словно тормозит, и ты резко его атакуешь. Выглядит это не совсем натурально. Да и сильно зацикливаться на этом я не буду. Как по мне, сделано это средне, но могли сделать и лучше. Все-таки начали делать патчи, может и приведет это к лучшему, но главное не наоборот. Ну а если в бою связывать паркур, то бой становится намного интересней. Для боя мы можем подготовить себе оружие, и мы можем либо найти готовое оружие и его улучшить, или самому себе собрать из подручных средств. Только вот я не совсем понял, могу ли я чинить оружие. Но тем не менее, оно у меня ломалось, и я находил что-то новое. Сюжет. Самое главное в игре — это должен быть сюжет. И он здесь есть, что неудивительно. И он меня порадовал, но есть те люди, кто не согласится со мной. Вкратце о сюжете действий Dying Light 2 Stay Human происходит через 15 лет после вспышки зомби-вируса в Харане. Главный герой Эйден отправляется в путешествие в город Велидор, последний стоящий город на Земле, на поиски своей потерянной сестры Мии. Игра начинается с того, как Эйден выбегает из туннеля на окраину Велидора, где его встречает Спайк, давний друг Эйдена, который также является пилигримом. Ну да. Спайк рассказывает о том, что ему удалось связаться с человеком, который знает Вальса, человека, который разлучил Эйдена с Мией. Вальс проводил эксперименты над детьми до того момента, пока на лабораторию ВГМ не напали. С того момента Эйден и пытается найти Мию. И после этого мы начинаем просто вникать в весь сюжет игры. В целом он неплохой. Бывают моменты, когда ты не просто удивляешься, но и офигеваешь от всего происходящего. Ну или наоборот. И что мне нравится, это как ты отвечаешь и делаешь. Может повлиять на сюжет игры и его финал. Что касается финала, то в игре их 4. Хороший, средний, плохой и секретный. Все в игре будет зависеть лишь только от тебя. Игра похожа во многом на такие игры, как Far Cry, Assassin's Creed, Detroit и Dead Island. Все эти игры между собой связаны. Паркуром, выбором оружия, починкой и так далее. Надеюсь, многие заметили эту связь в игре. Далее я слышал, что в игре нужно играть 500 часов, чтобы ее пройти на все 100%. Но думаю, что может потребоваться и больше. Потому как надо пройти еще дополнительные миссии, что-то перетащить, что-то найти, что-то собрать. Но в игре также еще и присутствуют пасхалки. Ведь в этой игре их хоть отбавляй. Например, одна из пасхалок — это отсылка из фильма «Назад в будущее». И я не хочу вам спойлерить эту игру. Лучше ведь самому пройти и все найти. А для тех, кто не парится, просто поискать в интернете. Также ранее нельзя было сохранять игру, и это очень сильно раздражало. Но теперь игрокам доступны сохранения, позволяющие вернуться назад по сюжету с соответствующими предметами в инвентаре. Раньше весь прогресс записывался в один файл. Кроме того, пользователи могут менять назначение клавиш для атаки в прыжке, блока и безопасного приземления. Ура! Наконец-то они это сделали. Разработчики также исправили баг, из-за которого персонаж бесконечно умирал. Мой вердикт. Игра неплохая, и, конечно, бывают моменты, когда становится скучно и наоборот. Также игру будут обновлять и устранять различные баги, ошибки в игре. А как вам игра? Поделитесь своими впечатлениями в комментарии. И 3 самых лучших комментария я покажу в новом выпуске. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Кирилл Юферов. Всем удачи и всем пока.